Доброго времени суток. У нас почти 600 подписчиков. При этом, если глянуть, сколько уникальных пользователей за ближайшие 28 дней, то их больше 30 тысяч уникальных пользователей смотрит мой канал за ближайшие 28 дней. И у нас 98 тысяч просмотров за ближайшие 28 дней. Эта статистика для меня говорит о том, что, возможно, вы пришли впервые на этот канал, и поэтому я вам сразу расскажу, где что полезно искать. Если вы уже опытный подписчик и знаете, где что искать, вы сразу переходите в тайм-коды и кликаете на основное видео. Если вы здесь впервые или не знаете, где что полезно искать, вам будет полезно послушать это интро. Насчет названия. Я зашит в рамки YouTube, и мне необходимо выбрать название до 100 символов, какую-то картинку с каким-то названием. Если у меня записывается видео на 1,5, 2, 4 часа, потом я вырезаю оттуда пустоты, когда я не говорю и просто читаю какой-то текст, то остается где-то там 1,5-2 часа. На эти 1,5-2 часа где-то 5-6 интересных моментов, которые обучают и повышают вашу IT-насмотренность. Чаще всего, когда вы заходите в видео и открываете комментарии, вот здесь есть блок, что вы узнаете. Это более полная информация о том, что полезного есть в этом видео. Это вступление, это основное видео. И мне в название надо вынести что-то одно. То есть, если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все по этому названию, это не так. И я вас обрадую. В видео будет и то, что на картинке, и в названии, и больше. Такая специфика. Я создаю реальные IT-проекты и снимаю это все на видео, не вырезая сложности, для того, чтобы у вас формировалась ваша IT-насмотренность, чтобы вы сами могли применить те методы, которые я применяю. Я против инструкции, потому что инструкции вас не обучают. Я вам передаю настоящий опыт, который вы можете прожить и повысить вашу IT-насмотренность, чтобы вы самостоятельно справлялись с этими сложностями. Где найти что-то полезное? Если вы хотите создать сайт, к примеру, для продажи ваших услуг, или наоборот создать сайт для кого-то, то вы переходите вот сюда вот в плейлисты, листаете, наверное, в самый низ и смотрите вот сюда вот там, где 28 видео сейчас, веб-кодинг, создание сайта с нуля. Вам не надо будет платить программисту за создание сайта. Там показано, как купить домен, как привязать хостинг, как сделать маршрутизацию имейлов, как создать простой сайт, как сделать засеошенный сайт более чем на 300 страниц, как привязать платежную систему и как привязать сбор контактов с сайта, показаны ошибки не показывания в Google и разрешение этих конфликтов. Так что это полный гайд по тому, как вы можете создать сайт сами. Когда я слышу, что кто-то создал сайт за 20 минут, я понимаю, наверное, это речь о том, что было надиктовано какое-то техническое задание, которое реализовано в код, либо были использованы какие-то конструкторы, которые стоят денег. Здесь я показываю, как сделать это все абсолютно бесплатно. Вы не будете платить в месяц абсолютно ни за что. И полностью контролировать весь процесс. По моим ощущениям, это чуть больше, чем 30 часов, но зато каждый шаг показан, и вы сами сможете это все воплотить. Базовый файл по настройке окружения. Здесь сейчас 38 файлов. Вы можете просто выборочно глянуть, что вам нужно, что вам подходит, установить и работать. Этого достаточно для того, чтобы вы комфортно веб-кодили. Кому может быть полезно плейлист роботы-парсеры автоматизация. Если вы хотите связываться с бесплатной веб-автоматизацией, то вам есть смысл глянуть, как я это делаю. То есть я построил просто робота, который сам собирает данные из браузера и обходит ряд проверок. Строил при помощи искусственного интеллекта, а использовал бесплатно, без токенов. Хотя бы вам важно знать, что такое веб-селекторы и понимать, что я сейчас делаю. Вот что-то типа такого. Если вы понимаете, то можете смело пролистывать. Что интересно в этом видео, Paperclip автоматизатор. Здесь я общаюсь с Cloud-кодом, и он говорит о том, что связка Paperclip, Hermes и ZAI это даже интереснее, чем сам Cloud-код вот в этом видео. И дальше я поднимаю эту связку. Оркестратор, который 0 людей компания, управляет процессами. И вот счастливое лицо, что все получилось. Здесь есть инструкция, как вы можете самостоятельно настроить это все. 4 минуты. Вы заходите в это видео, открываете комментарии. Приятно, что написали слова благодарности, очень приятно. Переходите вот сюда, вот кликаете. Так, а проект переместился, да? Да, переместился. Вот, переезжаете сюда. Нажимаете вот эту зеленую кнопку и Download Zip. И у вас получаются все файлы и все инструкции. То есть вы просто даете ссылку на этот zip-архив вашему искусственному интеллекту, и он поднимает всю связку. Там достаточно сложно. Windows, Linux, они между собой должны общаться, обмениваться данными, чтобы вам не пришлось инвестировать там своих 30-40 часов в это все и кучу токенов. Вы можете просто забирать готовые файлы. То, над чем достаточно долго работал, создание гибридного приложения, 55 видео, и оно уже опубликовано
реализовано в Play Market. Ближайшее действие — это еще накатить на Apple, и тогда уже заняться продвижением. Так что если вы хотите создать гибридное Apple Android мобильное приложение, то я показываю как. Моя вам рекомендация — заходить в плейлисты, выбирать, какой понравился по душе, и смотреть с начала до конца, просто как сериал под еду. Потому что если вы посмотрите какую-то серию, которая там 10 или 12, будет непонятно, о чем это. То есть я предлагаю перейти к началу, да, вы поймете, какие взаимозависимости и какие чудеса мы делаем. Также создал сайт по проведению хакатона, где уже участвуют более 20 стран мира, и прямо сейчас проходит хакатон. Следующий будет в ноябре, так что можете записываться hackonvibe.com. Ну что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как бежит вода, горит огонь, на то, как тебе выдают деньги, на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Какие у меня были гипотезы, да? Давайте сейчас зайду в плейлист. Когда создавал вот этот вот сайт, Fact Witness, то все получилось, даже получил какого-то лида там на $1200. Но что меня остановило? Сама бизнес-модель. То, что мне надо физически выполнять какие-то действия для того, чтобы услуга была оказана. Ну, это достаточно сложная услуга, которая многоэтапная, и завязано все в основном на мое время и активное участие. Поэтому как-то это продвигать в плане маркетинга не захотелось. Я подумал, создам гибридное мобильное приложение, возьму что-то очень легкое, очень простое, чтобы легко было внедрить. Возьму буквально одну функцию, один триггер и одну функцию, и это выкачу. При разработке я столкнулся с тем, что достаточно сложно. В основном столкнулся с серверной разработкой, а не мобильной разработкой. И серверная разработка — это, наверное, то, что было наиболее сложно. Для того, чтобы эта одна функция сработала, нужно выдать все права, которые есть у мобильного. Достаточно сложные регуляторные политики насчет этих разрешений в разных странах. То есть сразу запуститься везде нельзя. То есть когда уже дошло до реализации, то я увидел, что этот проект такой, который не то что быстро выкатил, и оно пошло, а именно сложный инфраструктурный проект, который надо выращивать, заходить на новую страну, потом делать экспансию на новую страну, соблюдать законодательство. Ну, то есть это такой вот достаточно сложный, продолжительный, поэтапный путь. Идея устроить хакатон, она была, можно сказать, хорошей и успешной. То, что мне это хотелось сделать, и то, что я это сделал, вылилось в создание сайта по проведению хакатона, где уже более 20 стран участвуют. Ну, больше 24 стран на сегодня участвуют. Но я тоже думал, что это достаточно простая такая вот ниша, но когда начал разбираться, то чтобы это все делать, необходимо стандартизировать код. Для того, чтобы выходить на тендеры, необходимо там получать сертификацию, которая стоит от $100 000 на софт, который создан по проведению хакатона. Ну, то есть это тоже такой интересный, но такой вот длинный и инфраструктурный проект, который надо развивать, и он совсем не быстрый. Поэтому я подумал, чтобы можно было бы такого попытаться сделать за неделю, за две, чтобы уже выйти до рабочей модели, ну и, допустим, до каких-то первых продаж, до первых фактических денег. Я пришел к выводу, что это будет браузерное приложение для Google Chrome. Поэтому для начала уже мы опытные, где тут создание, вот начинаем все с создания аккаунта, потому что это чаще всего, дольше всего и максимальная продолжительность именно каких-то бюрократических моментов. То давайте сразу с этого и начнем. Давайте создадим сразу новый репозиторий. Как бы его назвать? Page to PDF. Пусть будут большими буквами. Private, no templates, create repository. Давайте сразу пригласим нашего разработчика. Надо ввести двухфакторную аутентификацию. Ввели код, Enter. Да, со второго раза принял. Хорошо. И добавляем Add People. Давайте я включу отображение нажатых клавиш, чтобы вам проще было смотреть. Код, блогер, да, только без пробелов. Write, add section, selection. Отправили ему приглашение. Давайте попробуем принять его. Заходим в GitHub, заходим в приглашение, обновляем, Ctrl-Shift-R. Вот наше приглашение, accept invitation, и копируем это все. Стяни вот такой вот файл в, давайте скажем куда, code. И после того, как у нас появится уже там эта папка, мы создадим новый диалог. Создавая новый диалог, мы выберем эту новую папку, open, работа до work 3, opus high, нет, extra high, только extra high. High не показал высокой агентности, плохо работает, плохо кодит, extra high.
АОК подходит. Привет. Сейчас вручную, пожалуйста, в проект стяни из мастер-копии нашу философию. Говорит, посмотри вначале на структуру проекта. Полностью пустая папка. Может ему сразу дать ссылку, откуда стянуть. А то я вижу, он ищет дольше, чем положено. Дам ему конкретную ссылку. Здесь лежит философия. Стяни ее, пожалуйста. GitHub Actions у нас отвалился. Минуты закончились, поэтому я прошу тебя стянуть философию вручную сюда. Общайся, пожалуйста, в диалоге здесь со мной на русском языке. О, у них тут появилась надиктовывалка. Прикольно. Молодцы. Это важно. Эталон несет баннер, а мастера уже нет. Проверю, не срезал ли его последний коммит. Какой баннер? Какой эталон? Прочитай, пожалуйста, философию. Я еще не давал задание. Он уже... Философия на месте. Прежде чем предлагать следующий шаг, один вопрос, потому что он выходит наружу. Читаю книгу целиком и по ходу отвечу про баннер и эталон. Прочитал целиком. Сразу извинюсь. Я нарушил твое правило. Уипикер не люблю. Спроси текстом. Больше не буду. Спрашиваю текстом. Теперь Bootstrap. Философия отвечает на мой же вопрос. Единица работы факт мерджа. Привилегированные операции делает сам. Коммичу и пушу. Без АИ атрибуции, как требует контракт. Батывание моей же проверки. АИ поймалась внутри АИ мастер центрст. Перепроверю точнее и пушу. Накати, пожалуйста, здесь защиту от AI, атрибуции и соавторства. Дра. Слов мастер копия в книге больше нет вообще. Их срезал коммит 767 625, а сокращенная вручную практическая философия. 2 авк. При ручном сокращении шапка ушла вместе с текстом. Значит, сторож с того дня не срабатывает ни в одном репарго. Любой и может молча править копию, и никто не заметит. Чек-лист накатки. Шага 2. Баннер при этом все еще требует. Вторая дра. Сторож это просто файл. Чтобы он работал, его надо зарегистрировать в Cloud Settings Lison. А Settings Lison в разброс не входит. В мастере регистрация есть, в эталоне нет. То есть сторож мертв дважды. Нет маркера и нет регистрации. Сам чинить не стал. Книга рятанные правки только в мастере по SDLC. Он предлагает что-то по разработке. Смотри, ты сосредоточился на разработке, но у меня задача сейчас другая. Мне необходимо создать приложение для Google Chrome, и я тебя хочу использовать как браузерный агент, который мне поможет создать аккаунт. Я знаю, что ты не можешь создавать аккаунты, но при этом ты можешь ассистировать мне в создании аккаунта, ты можешь открыть ссылку, ты можешь показать мне, куда зайти, выбрать нужные поля, а дальше я уже нажму кнопку «Создать». Так я создам, а ты мне просто поможешь донастроить все нужные вещи. Понял, переключаюсь на браузер. Но защиту доделаю сейчас, она в 2 шагах от готовности. Бросать на полпути хуже. Настоящий греб показал. Эталонный хук ловит соаут хридбы, но пропускает дефолтную подпись Cloudicade, генератит вид Cloudicade и при этом блокирует легитимную авторизацию. Ставлю усиленную версию. Молодец. Хук завернул мой собственный коммит в слове соавторства. Правило строгое by design, и ослаблять его я не буду. Не ослабляем, только усиливаем. Переформулирую сообщение. Сработал Orc Released. В main напрямую нельзя, только через PR. Делаю по SDLC, ветка PR merge сам. Имена мне неразличимы, а сам выбирать не буду, попаду не в тот профиль. Скажи первый или второй. Если не знаешь, какой из них какой, скажи, покажи. Я разошлю подтверждение во все расширения. Ты нажмешь ценниц в нужном окне и заодно дашь ему нормальное имя. Да, давай разошли во все, но я думаю, что уже нормальное имя есть. Есть Webcode Blogger, это там, где мы находимся, и ты можешь определить, что мы находимся в папке, которая начинается с Webcode Blogger. Это пользователь. Есть админ-менеджер. Да, но можешь разослать. Спикер браузера — это исключение, согласно философии, насколько я помню. Сразу обозначу 2 места, где я остановлюсь и передам тебе управление, чтобы не было сюрприза посередине. Кнопка создания аккаунта и пароль. Не жму и не ввожу, довожу до нее все заполненным. Оплата 5, карту не ввожу. Открою платежный экран и остановлюсь. Все остальное — открыть, заполнить поля, выбрать опции, донастроить консоль, делаю сам. Ну да, тут уже есть название. Кстати, по названию репа угадываю. Расширение PAGI 2 PDF сохраняет страницу в PDF. Если да, пока ты диктуешь ответ, я могу параллельно посмотреть, что требует веб-стори от манифеста MV3, чтобы потом не переделывать. Сказать, начинать? Давайте это скопируем, нажмем «Да». Но в начале регистрация аккаунта. Ты постоянно уводишь меня в сторону, я тебя сосредотачиваю на одну задачу, которая нам сейчас важна для выполнения. Понял, фокус на регистрации, в сторону не ухожу. MV3 отложил, скриншот повис, рендер не ответил. Философии в таком случае иду через дом. Так, ну мне здесь нужно зарегистрироваться, так что я, наверное, вынужден сделать паузу и не транслировать. Почему-то автоматически начала включаться громкость вверх, непонятно почему. Ну, и я жалуюсь, что зачем он это так сделал. Я явно ничего не нажимаю, у меня громкости нигде. И невозможно опустить вниз громкость, то есть она очень громкая. В общем, явное залипание. Может быть, проще всего будет тогда перезагрузиться. Тут еще работа есть. Ведется разработка по сайту Hackathon. И здесь тоже еще ведется разработка. То есть перезагрузка. Это был бы не лучший вариант. Мне мешают эти штуки. И для меня это слишком громко. Я сижу в наушниках. Можешь это отключить и установить стабильный звук на районе 50%? Ну да, все реагирует, но абсолютно не включается. У нас есть проект,
OS Build. Ты можешь там в навигации глянуть, может быть, такое уже было, и туда записать какие-то моменты, что ты делаешь, чтобы это было в нужном репозитории. И опять забываешь философию, ты мне даешь какие-то команды. Справедливо. Философия прямо говорит, не спихивать на тебя руками, а найти способ и сделать самому. Ищу вариант без ад. Жесть само повышается в... Вот так вот начали с одного и просто чиним, чтобы можно было работать. Так, ну это уже 50, это уже хорошо. Но продолжает залипать эта вся штука. Хотя, если залип вот этот вот космик, может действительно его перезагрузить будет проще. Я планирую перезагрузить. Сейчас посмотрю, кто из разработчиков еще что-то не доделал, и остановлю их. Планирую перезагрузку системы, так что фиксируй все, что ты хочешь зафиксировать. Сейчас будет перезагрузка. И сейчас второму то же самое напишем, дождемся их ответа и перезагрузим систему. Перезагрузка. Сохраняю все немедленно. Главное, коммиты должны уехать на сервер, иначе труд дня останется только на диске. Все закоммичено, дерево чистое. Отправляю на сервер. Обе ветки на сервере. Открываю PR, чтобы работа была видимой после перезагрузки, и записываю состояние в память. Фиксирую все. Сначала, что сейчас в полете. Все закоммичено. FA06F30C на диске. Перезагрузку переживет. Пишу якорь возобновления. Ну, хорошо, что я их уведомил о том, что планирую перезагрузку. Они как раз сохраняют информацию. Вот в этом Linux Ubuntu Pop OS Cosmic, это нижняя панелька, как я понимаю, которая удобненькая, и верхняя, они постоянно залипают, зависают, и вот какое-то такое бешенство возникает, поэтому периодически необходимо перезагружать. Но в ближайшие 24 часа я уже перезагружал, так что я надеялся хотя бы 24 часа оно поработает корректно, но нет. Работу с присягой судей в спиках сделала параллельная ветка 1685. Не я. Свой помощник я снял и ветку пересобрал на их основе. Дай короткий ответ. Я могу уже перезагружать компьютер? Давайте скопируем, вставим это же сюда. Так, тут да, можно перезагружать, а здесь да, можно. Отлично, ну тогда перезагрузка. Я сделал так, что я сейчас не могу повысить громкость, даже если я ее повышаю. Она откатывается, ну то есть с клавиатуры я могу только понизить, и только через интерфейс я могу повысить, то есть у меня колесики управления отказали на клавиатуре. Верни, пожалуйста, обратно, чтобы все работало и на гарнитуре, и на клавиатуре. Подожди, но что-то в системе постоянно повышает звук. Давай я запущу повторно нажимание клавиш, то есть что-то фигачит нажимание звука. И в это время работал только ты, то есть посмотри, что ты какой код создавал выше, потому что кроме тебя больше никто не работал. Так, вроде бы он починил. Вверх-вниз уже работает. А сейчас срабатывает, но не отображается. Ну, уже нормально. Ну да, то есть это он что-то сломал, что у нас все зависло. Так, значит, что нам необходимо? Регистрация аккаунта. Хвост тот сотри в Pop OS билде, потому что, ну, нам нечего туда писать. Давайте запустим, восстановим. Так, по-моему, здесь как-то все просто. Если я нажму Pay Registration Fee, он скажет подтверди, я подтверждаю, и Pay Registration Fee, и добавить карту. Хорошо. Тогда останавливаю запись, ну и оплачиваю эти $5. И оплатил $5, и вроде бы он пустил меня внутрь. Ну, классненько. Я думал, все будет сильно сложнее и хуже. Continue. Давайте почитаем, что пишут, переведем на русский. Это торговый аккаунт. Издатель действует в профессиональных целях, в целях, связанных с его торговлей, бизнесом, ремеслом или профессией, в отношении контрактов, заключенных на этой торговой площадке. Это не коммерческий аккаунт. Издатель действует в целях, выходящих за рамки его торговли, бизнеса, ремесла или профессии, в отношении контрактов, заключенных на этой торговой площадке. Давайте торговый аккаунт. Да, соблюдаю. Подготовка к подтверждению учетной записи издателя в Chime Web Store. Перед началом процесса верификации убедитесь, что у вас есть следующая информация. Профиль оплаты аккаунта издателя. В процессе верификации вам потребуется создать или выбрать платежный профиль. Убедитесь, что вы выбрали профиль, который хотите использовать с этим аккаунтом издателя. Необходимая информация, если вы являетесь частным лицом. Юридическое название, юридический адрес, контактный номер телефона, удостоверение личности государственного образца, документ, содержащий ваше имя и текущий адрес. Если вы представляете организацию. Название организации, юридический адрес, контактный номер телефона, подтверждение регистрации бизнеса или номер ДУНС. Получение может занять до 30 более дней. Ну да, вот получение до 30 дней. Да, окей, у нас уже все создано. Ну, тут даже прописаны уже все наши данные. Да, это Fiber LLC, Continue. Ну, не знаю, вроде бы уже там проведена верификация, тут тоже. Значит, это разные сервисы, которые не связаны между собой единой базой данных. Ну, то есть тут уже все проверено, и ничего вносить не надо. DUNS number он тот же вставляет, и можно ввести свой, и просит только ввести номер телефона. Пишет, что успешная верификация, подтвердился еще по номеру телефона, то есть, ну, полная верификация. А я так понимаю, что какая-то символическая плата в $5 им необходима больше даже для верификации личности
и, наверное, верификация человека одного стоит $5, поэтому как раз такая цена. Привязка к фамилии, имени, к компании, то есть уже верифицирован по банку, а банк проверяет личность человека, поэтому можно сказать, что они проверили весь путь и по банку, и по имейлу, и по номеру телефона, так что полная верификация произведена. Сохранить изменения на всякий случай. Ну и давайте эту ссылку уже скормим нашему. Подхвати, настрой, что необходимо сделать. Да, я хочу строить приложение, которое будет сохранять правильно страницу и страницы в PDF. Я знаю, что такие уже есть, просто хочу свою. Поздравляю, аккаунт есть. Пробую подхватить настройки через альтернативный хост. Вдруг он не под запретом. Ты не мог пользоваться браузером только из-за того, что я тебе не помог. То есть я его не вытянул нужную страницу на передний план. Сейчас, если ты попробуешь, я тебе помогу, и у тебя все получится. Делай стандартным путем, как ты до этого делал. Ну и где он находится? Он сразу пооткрывал кучу всего. Я закрыл твою вкладку, потому что их было сразу две. Открою одну, я тебе помогу. Открываю одну вкладку и веду ее на настройки. Вытяни ее на передний план, снимок сделаю следом. Move Group to New Window. Все, ты полностью управляешь, ты можешь все делать. Я бы хотел, чтобы ты настроил какой-то API доступ к этой панели, чтобы ты мог управлять ей, не заходя в браузер, ну и публиковать. Что тебе для этого нужно, сделай все для того, чтобы это было реализуемо. Отличная идея, и она правильная. У Chami Web Store есть в PublishAPI. Загрузка и публикация расширения без браузера. Это ровно то, что снимает нашу проблему. Сразу очерчу границу честно, чтобы не было иллюзий. API умеет загружать и публиковать расширение, но не умеет настраивать аккаунт, имя издателя, подтверждение почты, статус трейдера останутся браузерными. Их сделаешь ты один раз. Зато все, что повторяется, сборка, загрузка новой версии, публикация, уйдет ко мне и в ЦИ. Смотрю, что уже есть. Это оно такое все светлое, не поддается редактуре через браузер. Очень печально. Cloud не установлен, но конфиг Cloud есть. Возможно, доступ уже заводили. Смотрю, что там, значения токенов не печатаю. Но у нас есть доступ API не к Chrome Web Store Developer Dashboard, а у тебя есть доступ к Google Play, что, нет смысла смотреть, просто создавай. У тебя хорошие навыки, у меня большое контекстное окно, поэтому просто создавай. Я знаю как факт. Осталось 11 проектов для достижения квоты, до достижения квоты. Консоль слушается, работаю. Создаю проект. Стоп, меня заблокировал не Google, а предохранитель моей же оболочки. Я пытался вписать имя проекта в форму Cloud Console, и проверка безопасности не пропустила ввод в браузерную форму. Причина, судя по сообщению, в накопленном контексте разговора, а не в самом действии. Обходить это я не буду. Что предлагаю вместо тыкания в браузер, и это честно лучше. Поднять в Cloud и делать все командами. Проект, включение Chami Web Store API, привязка аккаунта, все скриптуется и ложится в репозиторий как воспроизводимый рецепт, ровно как требует твой контракт. Системная автоматизация воспроизводима из гид. Браузер останется нужен ровно один раз, нажать разрешить на экране согласие аух. Ставится. Ставлю к Cloud и гоню автоматом. Я делаю проект и API сам. Ты жмешь только разрешить в согласии и создаешь аух клиент по моей подсказке. Рекомендую этот путь. Ты разрешаешь мне ввод в браузерные формы, тогда продолжу прямо в Cloud Console, но каждый такой шаг может снова упереться в тот же предохранитель. Давайте выберем то, что он рекомендует. Вообще, я думал, что он здесь создаст себе API-ключ и будет иметь доступ, но я не до конца понимаю. А как ты, не создав компанию, не создав проект, выдашь сам себе API-ключ, чтобы ты работал через Google Cloud? Окей, он запрашивает разрешение, я одобряю ему. Вроде бы это уже просто идет уведомление об успехе. Вход прошел и активный аккаунт. Ровно тот, что владеет расширением. Токен теперь есть, и он твой, отзывается в любой момент. Создаю проекты, включаю API. Красавчик, если он смог сделать, то замечательно. Создан. Включаю Chami Web Store API. Тогда я браузер могу закрыть, да? Остался один шаг, который Google не дает сделать ни через CLI, ни через API. Создание аух клиента. Это только UI. Ограничения самого Google. CLI команды для аух клиентов существуют, но работают лишь внутри организации, а у нас личный аккаунт. Плюс мой ввод в браузерные формы сейчас заблокирован предохранителем. Поэтому эти два экрана, за тобой, там минимум полей. Так, открываю. Вроде он делал это все до этого сам. Delete Group, закрыть, сместить влево. Давайте попробуем это сделать через браузерного агента Opus. Тот не мог, этот может. Хорошо. Увеличим ему размер видимого и управляемого аккаунта. Выбирает имя приложения, вписывает аккаунт, Audience, External. Контактную информацию ставит тоже мою финишную. Я согласен. Continue, Create. Я уже там все нажал. Нужно ли что-то еще по инструкции там делать? Так, давайте сохраним. Хотя нет. Application лого, наверное, не тут все-таки задается. Наверное, какой-то ключ мы должны скачать. Chrome Extension. Нет. Подожди, я создаю для того, чтобы создавать Chrome приложение. Наверное, там надо не Desktop App, а Chrome App. То есть мы через Desktop будем создавать Chrome App. Chrome Extension.
page to PDF, item ID, не знаю. Давайте скопируем. Это вообще надо делать или мы уже не туда полезли? Сохраним буфер обмена, сохранили и перейдем в наш клауд. Это вообще нужно заполнять или не нужно? Rename, регистрация аккаунта. Скриншот пришел пустым. Да, я что-то видел, что он там черненькое такое. А что, сюда скриншот не делается? Защита? Нет, все нормально. Вижу, и это как раз тот случай, когда поле спрашивать не надо, надо менять тип. У тебя выбран аппликацион типе. Chami Extension. Это другой тип клиента. Он для случая, когда Google API вызывают изнутри самого расширения через Chami Identity, и поэтому требует Ultimate, идентификатор уже опубликованного расширения в магазине. У нас его нет и быть пока не может. Ладно, значит, desktop app, desktop client. Сори, я был неправ. Ты все делал правильно. Продолжай. Так, он изменил имя и создает. Вроде все создано. Для того, чтобы Cloud на меня не ругался, я вот так вот выделил и сохранил файл, чтобы нигде секрет не светился, чтобы я ему чат не сбрасывал его, чтобы он дополнительных 100-500 вопросов мне уведомлений не присылал о том, что так нельзя. Ровно та причина, о которой я предупреждал. Приложение в режиме тестинг, и туда пускают только явно добавленных тест-юзеров. Твой же аккаунт в этот список не внесен, поэтому Google и заблокировал. Открой. Давайте продолжим также через нашего браузерного агента, чтобы нашел, где это, потому что мне это вообще непонятно, где это. Ну то есть go to branding. Все, я понял. Здесь надо все позаполнять, наверное. Ну ладно, сами позаполняем. Что тут? App information. Мы же потом можем поменять эту информацию. App information мы можем поменять, описание и все остальное. Правильно понимаю? Да, все это правится потом, ничего не бетонируется. App информацион в Google Out платформ, раздел брендинг, имя приложения, почта поддержки, контакт разработчика, логотип меняются в любой момент. На уже выданные токены это не влияет. Клиент и клиент сицит остаются теми же. Переавторизация не нужна. Это внутренняя карточка для экрана согласия. Ее видишь по сути только ты. Переход в продукцион тоже обратим. Вернуть в тестинг можно той же кнопкой. Так, давайте Fact Witness зайдем и посмотрим, какой у нас тут email указан. info@factwitness.com. И его укажем здесь. Мы вообще не туда зашли. Он мне дал ссылку, исходя из того, что это у меня единственный аккаунт. У меня больше одного аккаунта. Сделай, чтобы это был не тестовый аккаунт, а чтобы это был продакшн. Эти буду закрывать, потому что они не нужны. Delete. Это оставим пока. Да, то есть он бродит по тем же кругам, по которым я бы бродил. Когда искусственный интеллект тоже не может сразу справиться с этой задачей, мне как-то даже легче становится. Но я бы то же самое делал, что он делает. То есть это UX плохенький у Гугла, а не мы не знаем, что делать. Нормальный человек и нормальный искусственный интеллект, лучший в мире, самый умный искусственный интеллект, не понимает, куда тыкать. Такие вот дела у Google Cloud консоли. Бродит кругами, то есть туда тыкнет и возвращается на одни и те же моменты. Но уже какие-то новые пути исследуют для себя, это уже движемся. Опять вернулся сюда же. Ты просто тыкаешь, поищи на форумах, как это делается. Напомни еще раз, что мы должны сделать. Один шаг остался. На твоем же экране, справа в блоке Verification Status, Google прямо пишет. Verification is not required. Your searching your app test publishing status on the audience page. Это подтверждает то, что я говорил. Верификация нам не нужна. Нажми ссылку audience page прямо в этом блоке, или пункт аудиенции в меню слева, он вторым сверху под брендинг. Там будет Publishing Status. Тестинг и кнопка Publish App. Жми ее и подтверди. Поля на текущем экране. Privacy Policy. Terms of Service. Authorized Domains. Оставь пустыми. Они не требуются. Почта разработчика уже вписана правильно. Ничего сохранять не надо. Дальше по порядку. Ты жмешь Publish App. Говоришь мне, я запускаю авторизацию. Открывается окно. Выбираешь Левченко или Яка Engineered Mail Soma 20 Goto PAG 2 PDF файлов. Токен ложится в Config PAG 2 PDF Websterison. И браузер в этой задаче больше не нужен. Публиковать неактивно. Go to branding. Что тут здесь? App domain. Получается, нам надо заполнить домен. Смотри, у нас есть factwitness.com веб-сайт. Я хочу, чтобы ты глянул его навигацию. И, соответственно, создал все нужные ссылки, которые необходимы, и все документы, которые там должны быть, и загрузил на сайт, и дать мне ссылку, чтобы я проверил, что они действительно есть и там существуют. Нашел FactWitness, а я попросил FactWitness веб-сайт найти. FactWitness — это не тот домен, это не тот репозиторий. Там есть другой репозиторий, который FactWitness веб-сайт. Я говорю, ты не в том репозитории. Ты говоришь, что-то ты откуда-то вытащишь. Окей, ты уже на веб-сайте, хорошо. Но нам надо создать отдельную страницу, потому что это совсем другой продукт. Тебе подсказать, где репозиторий лежит по FactWitness веб-сайт? Так, он не может репозиторий найти. Давайте. Так, FactWitness. Так и я тоже не могу найти его веб-сайт. Это и был веб-сайт. Извини, пожалуйста, я тебя дезориентировал. Этот репозиторий, он единственный, и он как раз управляет factwitness.com. Я почему-то сразу подумал, что есть приложение FactWitness, но у нас же нету приложения. Это действительно веб-сайт, полностью веб-сайт, и ты на нем находишься. Так что да, ты уже в нужном репозитории, управляем,
создавая дополнительную страницу для нашего нового продукта. Отлично, тогда работаю. Смотрю шаблон, чтобы страницы легли в стиль сайта, а не выбились из него. Получается, у нас просят homepage, privacy policy link, terms of service link. Авторизованный домен. Может быть, сразу надо его добавлять, этот домен, как авторизованный. Так, HTTPS говорит нельзя. Ну, давайте сотрем. Тогда, наверное, слэш в конце тоже надо стереть. Давайте попробуем save сделать. Сохранены, но я так понимаю, что не все детали, то есть это обязательно. Так, Google Search Console, надо верифицировать этот домен. Мы перешли в Google Search Console, verify your ownership. Так, а по-моему, это какой-то не тот сайт. Да, это я пытался GitHub верифицировать, но это не получится. Нам нужно добавить новый домен, new property, add a website. Я думаю, URL prefix, continue. Нужно его ввести. Давайте ему скопируем, на какой мы стадии находимся, вставим сюда, слетает print screen, enter и вставить сюда. У нас на Cloudflare закончились минуты. И мы с Hackathon, Hackon Vibe, переехали на VPS DE. Можешь ли ты пересобрать, чтобы сборка происходила, в том числе по fact witness, через VPS DE? Так, я бы, наверное, на этом остановился. В каком плане? Что это мы уже погнали дальше. Аккаунт создан, API подвязаны, и дальше я уже иду верифицировать созданный аккаунт. То есть на сегодня, я думаю, хватит. Ну вот, что у нас уже было? Создание статичного сайта, который мы потом засеошили и сделали доступным в интернете. Гибридное мобильное приложение Apple, Android создали. Десктопное приложение, которое буквально вы видите, что визуализирует нажатые клавиши, создали для Linux на C. Hackathon платформу создали. И сейчас что еще осталось? Браузерное расширение. Ой, да, смех и грех. Я надеюсь, во всяком случае, это будет максимально что-то такое маленькое, быстрое, с выходом в деньги. Посмотрим, будет ли правильная гипотеза. Постараемся ее оттестировать. Я считаю, что там я понимаю, как найти клиентов. Спасибо, что повышаете вашу IT-насмотренность вместе с моим каналом. Желаю вам финансового благополучия. Создавайте IT-продукты, миллиардники в долларах. Спасибо за лайки и подписки.